Привет, песеры, с вами Морж, и наконец-то дошли у меня руки до прокачки игроков Барселоны, ну и заодно до люксового издания сборной Испании, сборной солянки Испании, да, сборной Испанской лиги. Из них я выделил 3 игрока, потому что, ну, все остальные такое себе. Само собой я выделил Родриго, само собой я выделил Кунде и Пареха, который оказывается у нас тут с 96-м максимальным рейтингом. Но по Барсе, наверное, можно пробежаться по всем, кроме Феррана Торреса, Тер Штегена, конечно же, потому что вратарей, честно, лучше качать на автомате, там особо ни хрена не поменяется. Остальные игроки у Барсы, как на подбор, 94-95, 94-94, 94, вот разве что Бальде выпадает, 91, и Гави тоже 94. В общем, пользуюсь, как я обычно, сайтом, как обычно, eFootball Hub. Вот, вы можете скачать его в виде приложения и на iOS, и на Android. Удобно смотреть игроков, сравнивать, в общем, все дела. Вот такая вот им бесплатная реклама. Ну и, само собой, реклама меня. Если тебе нужен донат сосиских карт на мобилочку, то пишешь мне в личку в Телеграме. Я тебе с этим могу помочь. Ну и просто на Телеграм подписывайся. Там я всякое разное публикую. Иногда очень даже зашкварное. Так что не без этого, не без этого. Ладно, давайте переходить к игрокам и посмотрим, как там кого можно прокачать. Начнем, пожалуй, с Кунде. Значит, максимальный рейтинг у него 95, но если вы смотрели мое видео, я там говорил, что у меня есть правый защитник Кунде, поэтому мне центральный защитник не нужен. В чем же был смысл? Сейчас я вам даже сразу наглядно покажу. Сайт позволяет это сделать. Короче, у меня вот такой вот правый защитник Кунде от команды недели. Делаем сравнение, нажимаем максимальный уровень и видим, да, что правый защитник немножко охренеть как лучше практически по всем параметрам, но немножечко просаживается в защите. И при этом на центральном защитнике он бы имел рейтинг 97, если бы нормально все это дело отражалось. Поэтому, причем, что самое интересное, когда он правый защитник, он обороняющийся защитник, а когда он центральный защитник, он подключающийся к атаке. В общем, правый защитник на порядок лучше, у меня есть именно эта его версия, поэтому этот Кунде мне особо и не был нужен. Ладно, возвращаемся, давайте смотреть, что по прокачке. Под правого защитника качать я его вам не рекомендую, это центральный, конечно, рост немножечко печалит. Итак, при автоматической прокачке 5 в корпус, 4 в скорость, в 12 аж идет в защиту, ничего не идет в ускорение, которое ему можно поднять. То у него и с дриблой нормально, и с пасом нормально, поэтому, наверное, мы ему немножечко защиту опустим. Борьбу в воздухе тоже давайте опустим до 4. 14 статов у нас свободных, 92 пока что выходит рейтинга. Ладно, я бы поднимал ему на самом деле ускорение и баланс до 76-73, понятно, что умение атаковать ему не надо. Я бы поднял ему чуток дриблу, для центрального защитника прям очень годный показатели, и я бы ему чуток поднял пас, тоже он ему пригодится. Вот, на самом деле пас низом для ЦЗшника это отлично 77. При этом еще достаточно вменяемые статы в защиту остаются. 2 навыка еще у меня осталось. Ну, удары, само собой, поднимать смысла нет, поэтому, наверное, ускорение. Не, единичку вкинем в корпус, вот. Пусть добавится немножечко игры головой, прыжка и, собственно, корпуса. 94 он у меня получится, а не 95, как при автоматической прокачке. Но, мне кажется, с таким хорошим пасом, такой хорошей дриблой, центральный защитник будет смотреться очень даже здорово. Идем дальше. Родриго, правый нападающий. Автоматическая прокачка у нас вот такая. 4 удара, 4 пас, 12 дрибла. Я понимаю, что Родриго дриблер, но прям дорого. 8 в ускорение это норма, в принципе. Тут нечего менять. 8 скорость тоже норма. А на самом деле, ну уж, а толку пас вытянуть у него все равно не получится. Удары, ну у него и так все вполне себе неплохо. Знаете, мне кажется, здесь я согласен с автоматической прокачкой. Ну типа, а что еще? Вот реально, а что еще? Ну, пас хорошо можно поднять на 4, будет пас низом 77, что все равно немного. И пас навесом 73, что тоже как бы немного. Но при этом придется снимать с дриблы либо ускорения. Дрибла тоже особо не завышена. 90, вот, 90 это нормальный показатель, для меня отличные. То есть, когда он на хорошей стрелке, у него будет где-то 93, 94, плюс еще сыгранность даст плюс 1, плюс 2, и ты получаешь максимально топовую дриблу. Выше, чем там, не знаю, условный 93, качать лучше не стоит, чтобы, ну вот прям без стрелок, без ничего стат был 93. Мне кажется, это уже перебор, когда там, даже при автоматической прокачке делается 98, 99, нахера, если мы потом теряем статы, которые могли бы начислиться благодаря сыгранности и благодаря... Ой, собственно, хорошим стрелкам, если у него хорошие стрелки на матч. Ну и самый высокорейтинговый парень из Делюкс Испании, это Пареха, центральный полузащитник, стиль дирижер. Честно, мне он по статам очень сильно напоминает Тони Кросса.
У меня такое ощущение, что он его прям двойник. Ладно, смотрим автоматическую прокачку. 12 аж летит в пас. Вот здесь вот он реально завышен. Пас низом 96, пас навесом 98. Это слишком много. Убираем до 8, все равно 92, 94. Все, золотая середина, столько достаточно. А у нас 12 статов свободных. Дрибла вполне в порядке, все нормально. Ускорение, вот ускорение я бы ему точно поднимал до 8, чтобы хотя бы было 72 и баланс 87. Плюс еще и умение атаковать тут добавляется до 77. Скорость. Окей, ему нужна выносливость, хотя он все равно ей не блещет, ну такое себе. Корпус. Есть ли смысл? Да, особо смысла нет, да. Игра головой, прыжок, полное говно. Корпусом немножечко лучше, можно его, конечно, поднять до 71, но все равно будет не айс. Ну и с защитой здесь у нас тоже проблемы. Умение защищаться, агрессия прям очень маленькая, хотя 5 статов кинуто. 4 стата у меня остается. Можно добавить ему реализации, подкрутки и удары поворотом. Можно, в принципе. Но нужна ли ему сильная реализация? Дирижер в атаку прям особо не то чтобы подключается. Скорее, я бы эти лучше 2 стата добавлял в защиту. Все-таки он центральный полузащитник. И ему защитные статы в целом нужны. По правому верхнему углу вы видите, что как атакующий полузащитник он был бы 96, если бы у нас нормально считались рейтинги. Так он получается как центральный полузащитник 95 у меня, но... Да, с агрессией, конечно, беда. Тем не менее, отличный пас, нормас все с дриблой. Хороший баланс, я думаю, на поле может смотреться вполне себе неплохо. Не самый именитый персонаж, тем не менее, по статам, вот мне он реально очень сильно напоминает Тони Кросса. Переходим к Барсе, Кисье, 94. Может быть, он центральным полузащитником и опорником, и, как вы видите, по правому углу, как опорник, он как бы +1 имеет на первом уровне. Качать его под опорника, ну, от штрафной до штрафной опорник работать будет. Поэтому давайте, наверное, его под опорника и прокачаем вот здесь вот с именем. И автоматическая прокачка под опорника у нас вот такая. Как центральный полузащитник он будет 92, но как опорник будет 95. 12 аж статов летит в защиту, великолепнейшая агрессия, остальные статы тоже на уровне. 4 в корпус, 8 в скорость, ничего практически в ускорение, мы сейчас его будем поднимать. Дрибла, пас, ну, более-менее, да. Ну, в скорость ему нужна, отсюда снимать нет смысла. Снимаем с защиты, наверное, пару статов, 6 получаем свободных, добавляем 2 в ускорение, чтобы было 74 и баланс 70. Вот, и 4 стата остается. Можно добавить в корпус, наверное, давайте так и сделаем, и доведем ему корпус аж до 90. Итого, как опорник бы он у меня получился 95-й. С хорошими статами в защиту, нормальной скоростью ускорения, как для опорника, отличным корпусом, отличной выносливостью, пас более-менее, дрибла более-менее, но как опорник, вы сами понимаете, не должен быть опорник супер-мега-дриблером, хотя хорошим распасовщиком быть вполне себе может. Мне кажется, вот такая прокачка для него будет получше. Далее Де Йонг, дирижер, 95 максимальный рейтинг, и в принципе по центрального полузащитника его и стоит качать. Автоматическая прокачка, 8 в пас, ну тоже здесь, смотрите, все без переборов, 95-х, там 98-х нету. Дрибла, окей, ускорение, окей, скорость. Ну здесь выносливость очень важный параметр для центрального полузащитника, поэтому в скорость, допустим, идет больше, чем в ускорение. Ничего в корпус отсутствует, 4 в защиту. Да, защита у него, конечно, беда бедовая. Но в целом, наверное, автоматическая прокачка вполне себе пойдет. Потому что, по сути, можно было бы вот отсюда немножечко статов снять, добавить, допустим, в условное ускорение, но выносливость максимально важный параметр для центрального полузащитника, тем более мотается он и туда, и сюда, и в атаке поможет, ну и в защите, несмотря на свои печальные статы, на поле он себя показывает очень даже неплохо. Мне, в принципе, нравится карточка Де Йонга, моделька его. Наверное, здесь я согласен. Дембеле, правый нападающий, может быть левым нападающим, правым полузащитником, левым полузащитником. И максимальная прокачка у нас вот такая. 4 в удары, реализация, конечно, печалька, не спасает ее, то, что она прокачивается. Пас, ну, сами видите, 79-77. Много? Немного. 8 в дриблу, но опять же без перегрева. 8 в ускорение 94. Но, в принципе, Дембеле это бигнок, тут смысла нет снимать. 7 в скорость, ничего в воздух, ничего в защиту. Да, вполне, ладно. Оставляем автоматическую. Я считаю, что здесь особо ничего не изменишь. Можно, да, снять ускорение, но от этого пострадает умение атаковать. Надо оно нам, ну и плюс баланс, конечно. Нам оно не надо. Ферран Торрес, правый нападающий, левый нападающий, да, простите. Автоматическая прокачка, 1 стат идет в защиту, понятно, потому что он просто лишний, не добрасывается, да, так сказать. 9
9 идет в дриблу. Ну, давайте до 8 уберем дриблу, чтобы у нас 4 стата было лишних, и можно было, допустим, удары или пасы поднять. Итак, скорость, ускорение, дрибла, пас, удар. Ну, практически как Дембеле, вот реально, практически то же самое, да. Удары поднимать до 77 реализаций, ну, то есть подкрутка и удары поворотом у него, ну, вряд ли вы будете это использовать, вряд ли вы будете крутить с игроком, у которого подкрутка 74, хотя... Вот. Ну, штрафные тут уж точно нет, 64 это ужас. Поэтому я бы, ну, двоечку закинул в пас. Ну, почему бы и нет. 75-78, пусть хоть как-то будет. Вот, получится он у меня меньше по прокачке, чем при автоматической. Тем не менее... Хотя бы один стат не идет в защиту, и то хорошо. Эрик Гарсия, мало очень было его карточек в нашей игре, я думаю, многие поклонники Барселоны именно его хотели поймать. Что у нас здесь? 14 в защиту, так, сразу 2 стата снимаем, потому что после 12 это вообще нереально дорого. Уже после 8 это дорого, после 12 это максимально дорого. 8 в корпус, ладно, оставляем. Скорость, ускорение, кстати, очень неплохое у него, что скорость, что ускорение, именно для центрального защитника. У него как бы тоже, как и у Кунде, дрибла присутствует, и пас какой, ой-ой-ой. 4 мы, естественно, закидываем в пас, получаем пас низом 80, что отлично. И тут 4 спокойно можно закидывать в дриблу. Вот, на самом деле она у него тоже путевая. Итого, у нас центральный защитник с очень классной для своей позиции дриблой, отличным пасом, неплохими вполне себе статами в защиту, прям очень крепенькими, очень надежными. Скорость и ускорение есть, корпус присутствует. И вот таким вот мне он нравится. Естественно, ему здесь нужно добавлять навыки, у него их всего 4. Вот, но само собой, без минусов у нас игроков не бывает. Ладно, Бальде. Левый защитник, автоматическая прокачка у нас вот такая. Кстати, на других позициях он играть не может. Скорость 99. Вот опять же, да, почему для левого и правого защитника основной показатель это скорость? Ну нахера вы это сделали, Konami? Вот 99 здесь вообще не надо, естественно, мы понижаем до 8, даже 96 это уже перебор, но выносливость ему нужна, поэтому как бы тут уже меньше опускать не стоит. 4 ушло в корпус, хотя корпус у него отсутствует, 8 в защиту, но защита у него тоже, по сути, именно как для защитника, она у него практически отсутствует. 66 агрессия, это вообще просто мама, роди меня обратно. 4 в пас, 4 в дриблу, кстати, с дриблой очень неплохо, и 4 в ускорение. Не, можно вот из этих статов, в принципе, ему еще добавить ускорение, но я бы ему добавил на самом деле пас, если он поддерживает атаку, ему нужен пас навесом, пас низом тоже пригодится, и 2 я бы закинул в ускорение. Таким образом, получили бы 96-90, вообще великолепные статы по скорости ускорения, ускорению, выносливость вполне себе, пас присутствует, дрибла есть, ну с защитой, конечно, здесь беда бедовая. Вот, но тут его по-другому, в принципе, и не выровняешь. Тоже у него всего лишь 5 навыков, вообще нет никаких навыков на защиту, поэтому первоочередное, если вы будете прокачивать именно эту ему карточку, еще и добавлять дополнительные навыки, первоочередная ваша задача добавить ему защиты. Такс, ну и Гави. Было у нас достаточно много карточек Гави, давайте глянем, сколько их было. Вот сколько их было. Левый полузащитник 93, 88, помните, такая карточка была у него с рейтингом 88 всего лишь. При том, что это необычная карточка, да. 94, 96, 93, 94, 92. Ну, 96 это у нас Big Time. Этот 94-й, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, он использует позиции, и я бы его качал именно под АПЗ. Для центрального полузащитника у него, с одной стороны, вовлечение в защиту великолепное и агрессия великолепная, но при этом он ни хрена не умеет защищаться, ну и с подкатами у него тоже беда. Поэтому я бы качал его как атакующего полузащитника. Как вы видите, по правому углу при автоматической прокачке на атакующем полузащитнике он бы стал 95, если бы это все дело нормально считалось. Великолепная дрибла, отличный пас, скорость и ускорение очень даже пойдет, баланс космос, но Остальное, в принципе, умение атаковать 78 для АПЗшника норм. Реализация 72, конечно, маловато, но что поделать. Подкрутка 77, ну, допустим. Кстати, тут опять один стат идет в защиту, поэтому давайте один снимем с дриблы, ну, чтобы получить 3 лишних, и один мы сняли с защиты, у нас получается 4 лишних. Вот, мы сейчас их куда-нибудь, естественно, запихнем. И запихну я их, скорее всего, в скорость, силу удара и выносливость, чтобы скорость у нас была красивенькая 80 в зелененькой отметке. Вот так вот, пожалуй, прокачал бы я Гави. По навыкам, в принципе, у него достаточно много всего, но я бы, если именно качал бы под АПЗшника, добавил бы ему удар без подработки, ну и всякое такое. Причем, обратите внимание, снова на правый угол, вот, если бы у него правый полузащитник и левый полузащитник были как основные позиции заявлены, там бы он вообще имел рейтинг 97, с вот такими вот статами.
Но они, к сожалению, не заявлены. Итого, ребят, вот такую прокачку у меня получается делать для игроков, по моему мнению. Вы можете с ним соглашаться, не соглашаться, спорить, выкладывать какие-то свои варианты прокачки. Я думаю, одна голова хорошо, а несколько голов это на самом деле гораздо все равно лучше. Допустим, вы посмотрели мою прокачку, вы перешли в комментарии, там кто-то выложил свою, вам она понравилась больше, и вы сделали так, и потом наслаждаетесь игрой. Мне кажется, это правильно. Ну вот так как-то получилось. Завтра ждем... Чем мы завтра ждем? Эпиков Арсенала. Вот, я думаю, будет Уилшер Биг Тайм, Симон и Пяти. Вот почему-то мне так кажется. Ну, поглядим. На этом, ребят, прощаюсь. Ждем четверг. Держим кулачки, чтобы все было хорошо, чтобы никаких длинных техработ. Ну и, само собой, держим кулачки, чтобы всегда нам хорошие и нужные карты выпадали как можно быстрее. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж. Как всегда, пока. Пока.